Российские хакеры атакуют Европу, Китай грозит Тайваню войной, а Израиль вновь находится перед произволом Хамас. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Российская ЧВК начала нанимать женщин в штурмовые отряды. В случае ранения женщина-доброволец получит от 1 до 3 миллионов. В случае смерти близкие получат 5 миллионов. Российская хакерская группировка Fancy Bear атаковала правительство в Европе. Страны ЕС считают попытками подорвать их внутреннюю политику и дипломатическую позицию. В Украину вернули скифское золото Крыма. І нехай усім буде зрозуміло. Крим – це Україна. Слава Україні! Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. Российская ЧВК начал нанимать женщин в штурмовые отряды, сообщают СМИ. Батальон наемников, который входит в состав ЧВК «Редут», предлагает женщинам реализоваться в снайперском деле, связи или же соединениях штурмовиков. Эспаньола предоставляет возможность каждому желающему для самореализации, образования и прогресса. Все это стремительно приближает нашу общую победу. Журналистка важных историй под видом кандидатки узнала, что первый контракт оформляется на полгода, а оплата составляет 120 тысяч рублей. Второй контракт возможен на 3 месяцев, обсуждается индивидуально. При подписании первого контракта полагается единовременная выплата в 50 тысяч. В случае ранения женщина-доброволец получит от 1 до 3 миллионов. В случае смерти близкие получат 5 миллионов. Российский генерал, который командовал бомбардировкой гражданских объектов в Сирии и Грузии, получил подозрение СБУ. Служба сообщает, он причастен к преступлениям и в Украине. Генерал отдал приказ на нанесение ударов по жилому дому в Умане в апреле этого года. На руках командующего кровь 23 мирных жителей. В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них 6 детей. Также травмированы 9 человек, а 1 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Кроме разрушенной многоэтажки, значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей. За свои зверские указания генерал получил медаль Героя России. В секторе Газа продолжается перемирие, которое Израиль заключил с Хамас. Еще 11 заложников и 33 палестинских заключенных на свободе. Несмотря на противоречивые заявления некоторых СМИ о якобы нарушениях со стороны Израиля, мировые лидеры заявляют, перемирие, которое сейчас есть, это луч надежды. Прекращение огня и освобождение заложников – это первый луч надежды, который мы должны использовать вместе. Газа – самое опасное место на Земле для детей, заявил на прошлой неделе глава ЮНИСЕФ. Это реальность. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь детям. Я говорю о якобы простых вещах, на которые уходят дни переговоров, таких как доставка воды, проса, сухого молока и перевязочных материалов. Как заявляет МИД Катара, перемирие возможно продлевать, пока Хамас может отпускать по 10 заложников в день. Однако точное количество пленных в руках группировки неизвестно. Что касается того, над чем мы будем работать в ближайшие 48 часов, то, конечно, сейчас наше главное внимание и наша надежда направлены на достижение устойчивого перемирия, которое приведет в дальнейшем к переговорам и в конечном счете к прекращению этой ситуации насилия и этой войны. И мы всегда говорили, что нам нужна поддержка всего международного сообщества, чтобы убедиться, что это произойдет. Однако мы работаем с тем, что у нас есть, а есть у нас сейчас положение соглашения, которое позволяет нам продлевать дни до тех пор, пока Хамас сможет гарантировать освобождение по крайней мере 10 заложников со своей стороны. Поэтому это то, что мы имеем на данный момент. Эксперты считают, несмотря на все плюсы перемирия, Израиль вновь находится перед произволом Хамас. Как только боевики перегруппируются и поймут, что они готовы продолжать боевые действия, сделка будет сорвана, считает израильский журналист. Если они будут освобождать по 10 заложников в день, то мы готовы продолжать прекращение огня, как говорят израильское политическое руководство. И действительно есть сегодня поддержка общества такой политики. Да, мы хотим максимально освободить наших заложников. Каждый из них нам дорог. Но проблематичность этой ситуации в другом. Проблематичность этой ситуации в том, что мы снова
мы снова находимся перед произволом Хамаса. Вот в тот момент, когда Хамас почувствует, что им было достаточно прекращения огня, они смогли там передислоцироваться, перевооружиться и готовы снова к боевым действиям, они сорвут, значит, это прекращение огня, и снова начнется война. Российская хакерская группировка Fancy Bear атаковала правительство в Европе, об этом сообщает издание «Политика». В рамках кампании хакеры создавали хитроумные ловушки, чтобы устанавливать жертвам вредоносную программу и получить доступ к данным европейских институтов. Хакеры действуют с 2004 года и уже прославились атаками на государственные, информационные, военные и другие секторы зарубежных стран. В Евросоюзе уже опасаются, что Россия и Китай при помощи хакеров попытаются вмешаться в выборы в Европарламент, которые должны пройти в июне. Связанные с российским государством хакерские группы в течение многих лет преследовали европейские страны кибератаками, кибершпионажем и кампаниями по дезинформации, что страны ЕС считают попытками подорвать их внутреннюю политику и дипломатическую позицию. Китай уже в открытую пригрозил Тайваню войной. В Пекине заявили, что не потерпят попытки острова обрести независимость. Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну. Представитель Китая заявил, страна не будет терпеть снисходительность к силам независимости Тайваня. Он сослался на закон, в котором говорится, что государство должно использовать военные методы для защиты суверенитета. Также он призвал жителей Тайваня выступить против сепаратистов. Выделенной Украине помощи хватило только на выживание, а не на победу. Такое заявление сделал американский генерал в отставке Бен Ходжес. По его словам, США никогда бы не отправили в наступление свою армию при таких условиях. Мы никогда бы не отправили американских солдат для такой атаки, не добившись полного превосходства в воздухе, не предоставив огромное количество инженерного оборудования для прорыва и так далее. По словам генерала, с Путиным невозможно заключить мирное соглашение. В своем интервью он задает риторический вопрос: станет ли Россия слабее, если Запад пойдет у нее на поводу? Генсек НАТО тоже сделал ряд важных заявлений. По его словам, поддержка Украины соответствует интересам Альянса. Я уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это отвечает интересам безопасности Соединенных Штатов. Так что все союзники снова заявили в последний раз на саммите НАТО, что мы будем оказывать поддержку Украине. Мы будем наращивать нашу поддержку, а также НАТО согласилась помочь им модернизировать их вооруженные силы, обеспечить полную мобильность между украинскими силами и силами НАТО. В Украину вернули скифское золото Крыма. Речь идет об античных скульптурах, скифских украшениях и даже китайских лаковых шкатулках, которым 2000 лет. Еще в 2016 году суд в Нидерландах решил вернуть Украине коллекцию, но поступила апелляция от России, которая пыталась доказать, что суверенитет Украины на полуостров не распространяется. В итоге суд Нидерландов поставил точку в этом вопросе и заявил, Украина имеет полное право защищать свое культурное наследие. Кримські скарби благополучно повернуті в Україну. Я, як археолог, за першою освітою, сподіваюся, що в осяжному майбутньому артефакти можна бути повернуті на батьківщину, у звільнений Крим. І нехай усім буде зрозуміло, Крим – це Україна. Слава Украине! До момента деоккупации Крыма артефакты будут храниться в Национальном музее истории України. Після повернення Криму, після того, як ми відновимо роботу кримських музеїв під прапором України, ці предмети, ці артефакти будуть передані саме туди, звідки вони свого часу розпочали свій європейський шлях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.